Друзья, всем огромный привет! Рад приветствовать вас на своем канале, посвященном обработке фотографий в Lightroom и Photoshop. И сегодня мы с вами опять в Lightroom и будем создавать очень интересную тонировку, очень интересную цветокоррекцию. Вова 3 написал, что не хватает выпусков с разборками интересных стилей. Потом он скинул мне ссылку в инсту на страничку замечательного фотографа Анны Ростовцевой из Санкт-Петербурга. Мне очень понравился этот стиль обработки. Я реально загорелся разобрать его по полочкам. И знаете, чем хорош этот стиль? Он очень классный в том плане, что в этом стиле обработки скрываются все лишние броские цвета, и акценты ставятся именно на скинтоне. Также на снимок накладывается легкая теплая тонировка, и получается очень привлекательная бежевая картинка, где главную роль играет тонирование изображения. Все подробности этой тонировки мы обсудим с вами во время обработки снимка. Я всего лишь хочу добавить, что когда главная роль отводится тонировке, то вы получаете следующие преимущества. Во-первых, вы сможете обрабатывать любую фотографию с малым количеством цвета на ней. Бывает такое, согласитесь. И второе преимущество заключается, конечно же, в том, что вы сможете оформить свой неповторимый стиль Instagram и выкладывать все снимки в едином стиле. А создать свой неповторимый стиль изображения вы сможете благодаря очень тонким ювелирным настройкам такой тонировки. И эта тонировка зависит от цвета, который рисует именно ваша камера, именно ваш объектив и именно стиль вашей съемки. И вы, конечно же, сможете как повторить точь-в-точь обработку Анны, если, конечно же, условия в кадре совпадают, так и создать свои настройки, свои пресеты, которые будут соответствовать вашим индивидуальным условиям съемки. Это касается и погодных условий, и времени года, и цвета одежды ваших моделей или снимаемых объектов, так как речь идет не только о портретной съемке. Давайте приступим к обработке, и для начала забудьте все принципы цветокоррекции базовой обработки, о которых мы говорили ранее. Сегодня мы будем делать все ровным счетом наоборот. Для получения настроек в стиле Анны Ростовцевой я выбрал вот этот замечательный снимок, который был получен на зимней вечерней фотосессии. Это RAW файл, декабрь, предзакатное состояние. Снимал я на камеру Canon 6D и объектив Canon 85 мм f1.8. Итак, давайте приступим. Первым этапом мы идем в базовые настройки и будем приглушать все лишние цвета. Мы будем делать с вами бледную картинку, на которую потом наложим красивое тонирование. Давайте для начала сделаем экспозицию чуть-чуть повыше, чтобы снимок был посветлее. Баланс белого мы трогать не будем, потому что на самом последнем этапе он будет у нас участвовать в тонировании изображения. Итак, понижаем контраст где-то примерно на минус 40. Убираем цвета. Примерно на 70 на 80. Слегка повышаем тени, но немного. Примерно на 50. Точка черного и белого. Обычно мы с вами выставляли за счет этих настроек контраст. Сегодня мы будем делать ровным счетом наоборот. Итак, нам нужно сделать отсечки черного и белого. Точку белого мы убираем для того, чтобы получить киношное изображение. Это делается в кинематографе специально для того, чтобы зрителю белый цвет не ослеплял глаза. И отсекая точку белого, мы с вами получаем киношное изображение. Поэтому белый мы убираем влево примерно где-то на минус 30. А черный наоборот повышаем. Примерно на плюс 30. Я еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что настройки будут немного разные, так как мы все снимаем разными камерами, разными объективами, но для нас сейчас самое главное получить бледное затуманенное изображение. Больше ничего в базовых настройках мы не трогаем, мы единственное, что только понизим Vibrance. До этого мы с вами снижали Saturation, поднимали Vibrance, сегодня мы делаем ровным счетом наоборот. И Vibrance мы понижаем именно потому, что именно эта настройка, в отличие от Saturation, не затрагивает скинтон, не затрагивает цвет кожи. Все, в базовых настройках мы закончили, двигаемся дальше. Теперь наша задача приглушить все броские цвета, так как акценты этой тонировки расставляются именно на скинтоне. Итак, мы идем в панель HSL. Для начала приглушаем насыщенность. Красный не трогаем. Оранжевый минус 10. Желтый. Где-то 15, 17, может быть 20. Слегка приберем зеленый. 6, 7, 8 будет достаточно. Прям чуть-чуть приберем аква.
И сильно понизим синий. Где-то примерно на 18-25. Также слегка прижмем пурпурный и мадженту. Теперь переходим в Hue. В желтый добавляем оранжевых оттенков. Передвинув ползунок где-то примерно на минус 30. В зеленый добавляем слегка желтых оттенков. Убавим где-то примерно на 50-40. Аква не трогаем, синий не трогаем. Пурпурный слегка переведем в сторону малиновых оттенков, а мадженту в сторону красных. Переходим в настройки Luminance. Как вы знаете, это светимость. И здесь понижаем светимость только лишь синего цвета. И это делается для того, чтобы еще сильнее приглушить точку белого. Если вы не знали, то настройки синего цвета касаются в том числе и белого цвета. И вот обратите внимание, как можно сильно понизить светимость белого цвета. Но мы этого делать не будем так сильно. Мы сделаем где-то примерно на 30-40. Ну, вот в моем случае 35 будет достаточно. Теперь мы с вами получили еще более бледное изображение. Следующим этапом мы переходим с вами в тоновую кривую. И будем работать в каналах. Теперь мы будем возвращать все цвета. Но акценты будем расставлять опять-таки именно на скинтоне. Переходим в синий канал. Фиксируем точку в средних оттенках. Слегка опустим правую часть кривой. Это добавит в светлые участки легких, еле заметных циановых оттенков. В тенях мы с вами добавляем вот такой вот зелени, но пока не пугайтесь. И точку, которая находится между средними и светлыми тонами, мы немного слегка выгибаем вниз. В итоге у вас должна получиться примерно вот такая S-образная кривая. Если не успели, останавливайте на паузу и аккуратненько повторяйте за мной. Теперь переходим в красный канал. И делаем приблизительно то же самое. Только фиксируем правую часть кривой. Мы ее не будем трогать. А в тени добавим вот таких вот циановых оттенков. Теперь переходим в зеленый канал и делаем здесь такую же S-образную кривую, зафиксировав средние тона. И теперь, как вы видите, мы получили усиленный цветовой контраст, при этом все цвета приглушены, и наше изображение при этом не имеет дополнительных цветовых артефактов. Но, тем не менее, кожа получила приятный пока холодный цвет, и мы сейчас будем это дорабатывать. Давайте еще подвигаем немного кривую в тенях. В идеале вы теперь должны получить контрастную, интересную картинку с насыщенными, но не светящимися цветами. Понимаете, о чем я говорю, да? Так, теперь переходим в канал RGB. Точку белого опускаем еще сильнее. Точку черного поднимаем. Примерно на 2/3 обозначенного квадрата. Зафиксируем средние тона, мы их не трогаем. Совсем чуть-чуть поднимаем точку, находящуюся в светлых оттенках, между средними и светлыми. И левую часть гистограммы слегка опустим вниз. Кривую вы сможете дорабатывать на свой вкус, потому что это индивидуальные настройки. Самое главное, что кривая должна иметь вот такую вот форму, должна быть приподнята точка черного и опущена точка белого. А вот эти вот средние участки вы обязательно уже настраиваете по своему изображению. Наша задача получить изображение умеренного контраста с глубокими тенями, но читаемой в ней информацией. Так, следующим этапом переходим непосредственно к тонированию. Идем в сплит тонирования. В цветах значение Hue ставим 37. А значение Saturation, примерно на 19 на 20. Давайте поставим на 20. То же самое делаем и в тенях. Hue выставляем на 37. Saturation на 20.
Теперь переходим в базовые настройки и добавляем в изображение температуры. Если изображение фиолетит, как у меня в данном случае, настраиваем тинт, убираем его влево. Доработаем немного базовые настройки. Пожалуй, уберем еще светимость, точку белого, точку черного. Давайте сделаем еще потеплее. Мы практически получили то изображение, к которому стремимся, но на нашей фотографии появились такие немного, скажем, зеленые артефактные цвета и оттенки в тенях. Следующим шагом мы переходим в калибровку, идем в канал синий и убираем зеленый цвет, двигая ползунок Hue в синем канале влево. Настроечку выставляем примерно минус 30 и также слегка понижаем насыщенность. Тут уже зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но цель такой тонировки здесь не должно быть ярких светящихся цветов. Также можно слегка настроить и канал зеленого. Но здесь лучше не злоупотреблять, а сделать совсем чуть-чуть маленькие настроечки. И за счет красного можно придать красному либо малиновых оттенков, либо оранжевых. Опять-таки, дело вкуса и настроения. Давайте на этом изображении я красный сделаю немного холоднее. То есть уведу ползунок Hue немного влево. И теперь для того, чтобы теням придать легких коричневых оттенков, как у Анны, мы ползунок Tint в тенях подвинем немного вправо. Буквально на 1, 2, 3 пункта этого будет достаточно. Дальше уже не стоит, потому что изображение начнет фиолетить. Давайте сразу отключим хроматические аберрации. Сделаем легкую виньетку. Теперь обратите внимание, двигая только лишь баланс белого, как можно поменять настроение на изображении. Сделать его как холоднее, так и теплее. То же самое и тинт. Пока остановимся на таких настройках. Далее у нас по умолчанию включен профиль Adobe Color. Этот профиль более насыщенный. Мы можем использовать Adobe Standard. Adobe Standard имеет более такой легкий кинематографичный коричневый оттенок со слегка пониженной насыщенностью. Можно также попробовать другие настройки. Давайте, мне больше импонирует все-таки Adobe Color. Далее, не трогая Vibrance, можно поэкспериментировать с насыщенностью. Сделать изображение слегка посветлее. Давайте посмотрим, какое изображение было и какое мы получили. Было, стало. Давайте зафиксируем наш результат, создадим пресет. Здесь я сниму баланс белого, экспозицию, градиентный фильтр и трансформирование. Нажимаю «Создать». Теперь давайте посмотрим, как можно создавать дополнительную тонировку такого изображения. Переходите в тоновую кривую, открываете каждый канал и здесь делаете тоненькие ювелирные настроечки, которые подарят вам как раз либо тот эффект, который вы видите у Анны, либо тот эффект, который вы хотите создать самостоятельно. Вот эти получившиеся точки на кривой, они и создадут именно тот неповторимый стиль, которого вы добиваетесь. Самое главное, что ваши движения должны быть, прям буквально вот такие на полмиллиметрика, прям чуть-чуть. И если вы еще раз посмотрите Instagram Анны, вы увидите, что несмотря на то, что у нее одинаковый стиль обработки, все фотографии у нее абсолютно разные. Потеплее, похолоднее, понасыщеннее, менее насыщенные, с сильной контрастностью, с заглушенной контрастностью. Но, тем не менее, у нее есть общая стилистика. Именно та стилистика, которую мы сегодня с вами получили. Вот, буквально абсолютно милипусечные движения создают новую настройку. И при этом скин-тон сохраняется именно таким, которым мы его создали благодаря тонировке. В синем канале движение вверх, и мы получаем такие глубокие темные оттенки в тенях. А если будем понижать точку вниз, получим в тенях еще более теплые, красноватые, коричневые, такие прям шоколадные оттенки.
кривой можно добавлять дополнительные точки и осуществлять еще более тоненькие настройки. Давайте сохраним еще один пресет. И очень интересное изображение получается, если мы просто подвинем баланс белого влево. Также в этом изображении можно немножко прибрать синий и получить практически серый. Можно подвигать баланс. Мы тоже получим легкие, еле заметные изменяемые оттенки. Также можно создать дополнительный пресет. Конечно же, можно подвигать каналы и получить красный либо более яркий, либо более такой коричневый, кинематографичный. Итак, мы с вами создали настройки, записали их в пресет, и эти настройки базовые. И это тот фундамент, от которого нужно начинать обрабатывать изображение. И так как в данном случае эти настройки не совсем подходят под эту конкретную фотографию, давайте мы сейчас дообработаем это изображение, и заодно я более подробно расскажу, как работают кривые в цветных каналах. Итак, давайте мы с вами обнулим калибровки все настройки зеленого и красного канала. Легкий коричневый я оставлю только в тенях. Для начала я хочу обработать базовые настройки. Тот белый, который получился, мы его, конечно, заглушили, но он стал немного грязный. Для этой фотографии, мне кажется, такая обработка все-таки не пойдет. Потому что здесь зимняя фотография, и тот белый, который я вижу, я хочу, чтобы он был более чистый, более красивый, более похожий на белый красивый снег. Итак, давайте мы зайдем в тоновую кривую. Я сделаю слегка посветлее белый цвет. Сделаю фотографию похолоднее. Далее я слегка подниму цвета. Это также сделает мой белый цвет немного почище, поинтереснее. Но при этом слегка убавлю белый. Чтобы добавить контрастности, я ползунок Blacks уведу немного левее. Теперь перехожу в тоновую кривую. Теперь мое изображение готово для того, чтобы я вам показал, как в тоновой кривой работают цветные кривые. Давайте увеличим изображение. Самые темные участки изображения вот здесь у мальчика на капюшоне. Поэтому обращаем внимание сюда. Переходим в красный канал. Нижняя точка отвечает за самые темные участки. И давайте посмотрим, что произойдет, если мы начнем эту точку передвигать. Итак, когда я двигаю вверх, мои тени заполняются красным цветом. Когда двигаю вниз, то в красный добавляется синих оттенков, и тень получается более такая глубокая, коричневая. Теперь давайте перейдем в ближайшую точку, которая ближе к средним тонам. Посмотрим, как действует она. Теперь изображение, пожалуй, я уменьшу. Средние тона у нас больше расположены на фоне, поэтому обращаем внимание на окружение вокруг наших моделей. Итак, я двигаю среднюю точку вниз. И обратите внимание, как при движении вниз все средние тона заполняются циановыми оттенками. И если я буду убирать вверх, то все средние тона заполняются красными оттенками. Это то, о чем я говорил. То есть здесь малейшее движение каждой точки создает индивидуальную настройку, индивидуальную тонировку, которую можно подобрать под каждое изображение отдельно. В моем случае я хочу сыграть на контрасте. Я хочу, чтобы у меня было примерно одинаковое соотношение холодных оттенков. Это фон, который окружает моделей, и теплых оттенков, которые находятся на куртке мальчика, на шарфике девочки и, конечно же, на лицах. Итак, я двигаю среднюю точку слегка вниз. Получаю более холодный фон. Также дополнительно у меня увеличивается контраст. Его потом мы доработаем отдельно. Переходим в следующую кривую, зеленую. Итак, двигаем среднюю точку вниз. И получаем фиолетовые оттенки в самых темных местах изображения. Я хочу подобрать такой баланс, при котором мои темные и средние участки будут иметь наибольшее количество смешанных цветов различных, но при этом будут иметь совсем в темных местах теплые оранжевые оттенки, а в средних более холодные. Так, и точка, которая находится чуть повыше. Смотрим ее действие. Итак, вверх двигаем, у нас появляется зеленый. Вниз двигаем, появляется фиолетовый. Также выбираем тот баланс, который приведет к более приятному изображению.
Пожалуй, это то, что нужно. Теперь переходим в синюю кривую. Так, точка, которая у нас отвечает за самые темные участки, отсутствует. Давайте мы ее добавим. Посмотрим, что будет, если мы будем двигать эту точку вниз. Самые темные участки заполняются теплыми оттенками, оранжевыми. Что происходит со средними? Средние также становятся слегка коричневыми. Мне это не нужно. Я подберу такое значение, такое положение этих точек и такое положение кривой, при которой достигну своей цели. То есть самые темные места изображения у меня будут теплые, средние будут слегка прохладные, и те тона, которые отвечают за кожу лица, они тоже будут у меня теплыми, слегка оранжевыми. При этом обращаем внимание на белый. В данном случае после настроек всех кривых у меня белый получил такие розовые оттенки, мне это не совсем нравится. Это произошло по причине того, что у меня слегка съехала часть синей кривой, которая отвечает за светлые участки. Давайте мы вот в это место добавим еще одну точку и подвинем вниз. Вот видите, так появляется розовый, а так он уходит. Пожалуй, так. Отлично. Теперь перейдем в канал RGB. Сделаем фотографию чуть-чуть посветлее в средних тонах. Я думаю, что нужно оставить вот так вот. Так, и темные участки. Давайте посмотрим, что можно сделать с ними. Так, кривую я больше не трогаю. Пожалуй, я чуть-чуть осветлю тени. Вот этого будет вполне достаточно. Итак, давайте сохраним и эти настройки. Так, давайте посмотрим предыдущие настройки, которые были у нас, скажем так, базовые. И вот так выглядят базовые настройки. А так выглядят настройки, которые только что мы с вами сделали. Давайте посмотрим изображение, которое было у нас изначально. Какое мы получили, создав базовые настройки. И что в итоге мы получили, доработав изображение в кривых. Итак, у нас получилось с вами два замечательных пресета. Как каждая кривая работает в темных и в средних участках, вы теперь знаете. Светлые участки регулируйте крайне осторожно, иначе вы получите очень большое количество ненужных вам артефактов. И давайте посмотрим, как теперь применять эти настройки на других изображениях. Давайте откроем фотографию с этой же фотосессии. Чтобы выбрать коричневые оттенки, либо холодные, мне необходимо в данном случае сделать изображение светлее. Поэтому я ползунок экспозиции двигаю вправо. Не жалею света. Делаю изображение очень светлым. И теперь выбираю. Давайте сначала выберем настройки, которые у нас были базовые, первые. Вот такое изображение. И настройки, которые мы записали во второй пресет. Применяем эти настроечки. Теперь подбираем значение экспозиции, чтобы наше изображение получило правильную светимость. Теперь подрегулируем температуру. В данном случае можно доработать также кривыми. Сделать средние тона еще холоднее. И если вы хотите получить наибольший контраст между теплым и холодным, мы применим еще очень простую маленькую хитрость. Берем кисточку. Делаем температуру слегка холоднее. Другие настройки не трогаем. И слегка окрашиваем фон вокруг наших моделей. Давайте посмотрим без кисточки. С кисточкой. Давайте посмотрим, какое изображение было. Мне такая обработка нравится. Изображение можно сделать слегка посветлее. Подвинув вправо Highlights, можно также поработать с другими настройками. Это уже дело вкуса. Теперь давайте посмотрим, как наши настройки будут себя вести на светлых, теплых изображениях. Итак, открываем изображение. Поднимаем экспозицию. Смотрим. Теплый. Холодный. Мне второй пресет намного больше нравится. Поработаю тоже с ним. Итак, применяю настройки, подбираю экспозицию. Ну, здесь я больше ничего бы не стал делать. Можно еще немножко подвигать базовые настройки, но уже результат просто замечательный. Давайте посмотрим, какая фотография была и что мы в итоге получили. Отлично! И так как изначально Владимир скинул мне вокзальную тему, давайте попробуем обработать несколько вокзальных изображений. Повышаем экспозицию. Теплые настройки. Холодные. Разницы практически никакой, за исключением того, что в первых настройках слишком пониженный контраст. Давайте все-таки попробуем доработать первые наши настройки. Итак, применяю настройки. Экспозиция.
Изображение необходимо сделать немного контрастнее. Поработаем в базовых настройках и в кривой. Теперь подвигаем температуру. Здесь явно излишняя светимость. Теперь перейдем еще раз в тоновую кривую, только в цветные каналы. Итак, красный, зеленый, синий. Понижу слегка насыщенность. Еще приберу сильнее экспозицию. Мне кажется, в этом случае нужно добавить немного тонировки. Идем в сплит тонирования. Добавляем немного теплых оттенков и в тенях, и в светах. В тенях давайте все-таки чуть поменьше. Слегка понижу насыщенность в синем канале. Также немного убавлю красные оттенки. Понижу резкость. На этом, пожалуй, все. Давайте посмотрим, какое изображение у нас было и какое стало. Достаточно интересно. Давайте сохраним и эти настроечки тоже. Откроем еще вокзальную фотографию. Применим к ней только что созданные настройки. Поработаем с экспозицией, с температурой, базовые настройки. Давайте сделаем слегка похолоднее. Посмотрим, какое изображение было, что мы в итоге получили. Красный можно сделать понасыщеннее в этом случае и потеплее. Ну что ж, неплохо. И в конце у меня будет пожелание и очень большая просьба. Если вы размещаете свои фотографии в Инстаграме, используя мои настройки, мои пресеты, ну, конечно же, наверняка дорабатывая их, пожалуйста, ставьте вот такой вот хэштег. Решетка, нижнее подчеркивание, Корсар. Мне было бы очень интересно посмотреть, сколько человек, кто и как пользуется моими настройками. Да и вам тоже, я думаю, будет интересно. Ну что, запустим хэштег Корсар. На этом, друзья, все. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. Если видео вам понравилось и было для вас полезным, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, абсолютно любой, заглядывайте ко мне на Инстаграм. Основная фотография, с которой мы сегодня работали, будет находиться по ссылке под видео. 3 созданных пресета я также размещу для скачивания в формате XMP и в формате DNG. На этом, друзья, все. Легкой, удачной вам обработки, красивых фотографий и до новых встреч! I want you to listen. I want you to listen.
Esto es una fiesta bien loca.